Бальзам Цитапсор – методика применения препарата. Бальзам Цитапсор – комплексный солидоловый препарат, устраняющий псориатические высыпания на различных стадиях заболевания. Применяется как средство борьбы с широким спектром дерматозов, экзема, разноцветный лишай, псориаз. По результатам независимых испытаний в 80% случаев достигается стойкая ремиссия. В отличие от аналогов, Цитапсор представляет собой натуральный препарат, не содержащий гормонов и антибиотиков. Действующими веществами Цитапсор являются исключительно органические и минеральные компоненты. Уникальный состав и рецептура препарата Цитапсор разработана в результате длительных лабораторных исследований. Сбалансированный комплекс компонентов тщательно подобран для достижения максимального терапевтического эффекта. Нанокластеры серебра глубоко проникают в слои кожи, транспортируя молекулярный комплекс активных ингредиентов. В комплексе каждый компонент способствует усилению действия препарата в целом. Жировой солидол, эфирное масло мяты, перечный, экстракт календулы, масляный, морская соль, вспомогательные вещества. Бальзам Цитапсор применяется в стационарной и регрессирующей стадиях псориаза, чешуйчатого лишая и в период обострения заболевания. Эффективно способствует ликвидации псориатических высыпаний, попул, бляшек и корок на различных стадиях течения болезни. Систематическое применение препарата в большинстве случаев приводит к длительной ремиссии. Цитапсор снимает воспаление, стимулирует регенерацию тканей, уничтожает патогенную микрофлору, обезболивает, уменьшает зуд. Преимущество препарата Цитапсор – усиленная формула, проникающей действий, не гормональный, полностью натуральный. Способ применения: ежедневно от 1 до 2 раз в день следует наносить небольшое количество тонким ровным слоем на пораженные участки, смазывая легкими движениями. На волосистых участках по направлению роста волос, слегка раздвигая их, оставлять область открытой для впитывания. Через 15-20 минут и до 2 часов, в зависимости от переносимости и степени поражения, снять сухими салфетками. При необходимости смыть теплой водой с нейтральным детским мылом и подсушить сухой хлопчатобумажной салфеткой, избегать интенсивного трения и насильственного удаления корок. Мыться полностью не ранее, чем через 6-8 часов, 1 раз в 2-3 дня, но смазывание проводить ежедневно. При необходимости можно мыться каждый день, но лучше принимать теплый душ, чем ванну. Распаривать и растирать кожу губкой не следует. Для купания лучше использовать детское мыло, для мытья головы можно применять обычный шампунь. Через 2 недели рекомендуется сделать перерыв в 1 или 2 дня. Рекомендации: на участках с чувствительной кожей, подмышках, в паху и других рекомендуется бляшки вначале смазать жирным детским кремом, а затем нанести тонкий слой мази. Несколько первых дней возможно раздражение и зуд. При зуде избегайте расчесываний при возникновении выраженной местной аллергической реакции. Сыпка, крапивница, повышение температуры, отеки, использование препарата прекратить. Первое время бляшки отшелушиваются и краснеют, постепенно зуд ослабевает, если он был. Бляшки уплощаются. Краснота держится от 2 до 5 недель, иногда дольше, затем бледнеет. Рекомендуется применение до полного устойчивого исчезновения бляшек. На местах бляшек возможно остаточные пятна без шелушения. В целях закрепления результата, а также для профилактики рецидива. Следует продолжить применение в течение 1-2 недель. Длительность лечения индивидуально около 4-6 недель.
при остром течении болезни при поражении более 50-60% кожных покровов рекомендуется смазывать пораженные участки частями. Например, наносить препарат на треть пораженных участков до их исчезновения, а затем приступать к смазыванию следующих. В период применения препарата Цетапсор необходимо придерживаться диетического режима, исключив употребление яиц, цельного молока, меда, красных фруктов и ягод, цитрусовых, помидоров, лука и чеснока, шоколада и других какао-продуктов. Ограничить жирные, пряные, копченые, кислые блюда, майонез, горчицу и хрен. Исключить сдобные кондитерские изделия, напитки с ароматизаторами и добавками, а также кофе. Кроме того, исключить курение и употребление спиртных напитков, а также избегать стрессов. Время сна не менее 8 часов в сутки, избегать переохлаждения и длительного пребывания на солнце. Особые указания. Побочное действие. Препарат практически не имеет противопоказаний и побочных действий, а также не содержит токсичных и гормональных компонентов. Однако при первом применении рекомендуется провести тест на индивидуальную чувствительность к компонентам препарата, поскольку изредка могут наблюдаться местные реакции, легкое покраснение и кожный зуд. В таких случаях следует уменьшить частоту смазываний, ограничить количество используемого препарата или прекратить применение. Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Периоды беременности и грудного вскармливания, детский возраст до 14 лет. Не следует наносить препарат на мокнущие участки. Передозировка. О случаях передозировки бальзама Цетапсор не сообщалось. Тест на чувствительность лицам со склонностью к аллергиям. Перед применением рекомендуется провести тест на чувствительность. Небольшое количество препарата нанесите на запястье или локтевой сгиб и наблюдайте за реакцией в течение суток. Если кожные покровы не изменились, начинайте использование. Желательно начать с небольших доз, не более 1 грамма, и с минимального времени воздействия 5 минут. Чтобы оценить реакцию организма, потом продолжительность процедур и количество препарата можно увеличить. При возникновении выраженной местной аллергической реакции, сыпка крапивница, повышение температуры, отеки, использование препарата прекратить. При необходимости обратиться к дерматологу или принять противоаллергические препараты. Лекарственное взаимодействие. Не следует самостоятельно совмещать применение бальзама Цетапсор с другими методами лечения общей или местной физиотерапией, фитотерапией, ультрафиолетовым облучением и приемом других препаратов. При необходимости допускается прием противоаллергических препаратов, интрасорбентов и препаратов, необходимых по жизненным показаниям, сердечной, гипотензивной и тому подобное. Не следует самостоятельно применять под пленку и в виде компрессов. В самом крайнем случае допускаются исключительно легкие бинтовые повязки или повязки из натуральных тканей на короткое время. Прием антибиотиков, противовоспалительных средств, витаминов, а также прививки и интенсивная медикаментозная терапия во время применения бальзама Цетапсор могут влиять на течение заболевания в зависимости от индивидуальных особенностей. Применение препарата Цетапсор в комплексной терапии допускается только по назначению лечащего врача под наблюдением в стационаре. Применение Цетапсор. Результаты по отзывам из открытых источников.